Так, друзья мои, я вас всех приветствую, вас также приветствуют наши дорогие девчонки. Солнышко мое, Тёмка уже убежал, побежал, все, он побежал к Баряну, Бимку кормить. По дороге мы еду купили. В общем, ребят, мы уже приехали. Дело в том, что мы ездили в город, да, и, конечно, съездили, можно сказать, и хорошо, и не очень, потому что сегодня воскресенье. Вот, а в воскресенье оказалось, что очень многие магазины закрыты. Вот, этим самым, конечно, было такое, неприятная такая новость, но кое-какие были открыты, мы вам обязательно покажем. Мы выбирали ламинат, плитку еще, да, вот, кое-что нашли, хотели двери. В основном мы ехали из-за дверей, к сожалению, ворота сами же закрывают. К сожалению, двери все были закрыты на воскресенье, будет только работать завтра, поэтому мы уже не знаем, когда мы пойдем, потому что видите, маленькая бабуська, вот это, она завтра идет в садик. Это маленькая идет в садик с яблочком нашим, да? В общем, кое-что сняли, все посмотрите, увидите, приятных просмотров, а дальше мы продолжим прям работать, да? Работать будем? Куда ты идешь? Поехались? Ну все, мы погнали. Друзья, ну и перед тем, как мы продолжим, нет, я не забыл, я хочу, чтобы сейчас этим людям, как говорится, улыбнуло, я хочу передать два маленьких привета, да, это нашей активной такой бабушки, американской бабушки, она всегда нас поддерживает, да, вот такая бодрящая, я вам от всей души хочу пожелать счастья, главное здоровья, долгих лет жизни, и пусть все у вас будет хорошо. И второй маленький привет, это маме Елены из Ростова. Ей скоро исполняется 50 лет. Мы от всей души хотим поздравить и пожелать ей всего самого хорошего. Пускай она цветет, как роза. Пусть всегда у нее будет крепкое здоровье, тех лет ей жизни. И пусть у нее тоже будет все хорошо. От всей души, девчата, я вам передаю от всей души тоже от себя привет. Ну а мы продолжаем. You drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Смотри, фактуру потрогай. Это не просто фактура вся, да, дерево. И был бы посветлее, а так вообще прям бомба. Классно. Вообще у них нормальный выбор. Мы не видим тоже за дверью, они не говорят. Плинтуса есть. Да? Ну, светленькие такие. Да? Угу. Кстати, наш ламинат покажем, что в Сочи? Давай. Сейчас мы вам покажем наш ламинат, что в Сочи. Вот он. Посмотрите, какая красота. Он с фаской, это 32 класс. А тут написано 33 класс. Вот, и он это по теплый пол идет. Да, сейчас посмотрим, в общем. Раз мы еще плитку поглянем. Ничего. Не написано. Лапорет. Кстати, тоже лапорет. Те же фирма, что у нас плитка. Кстати, здесь свет, видишь, плохой. Ну так неплохо выглядит, да? Как вам? Классно выглядит, да? Угу. Что еще есть такое? Ух ты, это прям повтор. Ничего себе. Один в один.
Да, Стив? Это красивее, да? Угу. Все равно тут красиво. Давай спросим за цену, за этот. Красота. Вообще лапорот красивый. Наша, кстати, кто нашу не помнит, да? Вот она, да? Провод. Сатурию. Скоро приедет. Пойдем. Подожди, а с этой стороны что? А ну это большие. А вот еще мелкие, смотри. Ой, здесь тоже такая красота. Это уже большие, да? Или нет? Нет, это мелкие. Да, типа длинные, типа ламината. Ух ты, смотри, здесь. А, видишь, как укладка. Ну, маленькая плитка. Длинная плитка намного красивее. Намного. Я не спорю, это тоже классно. Очень классно. Очень классно. Вообще, вот от дерева практически не отличишь, да? Она и фактурная, смотри. Классно, когда стенды есть, хорошо посмотреть. Не знаю, ну та прям, Да. прям ближе к этому. Пойдем спрашивать. Сейчас, вот здесь. Кстати, вот они было серый, много. Хорошо. Ну там еще, да? Где продается? О, кстати, тоже, это тоже лапоротус. Это подлиннее, да? 1900 квадратов. Это подлиннее, да? Да. А ну стой сейчас. А, вот он, подожди. Да, она длиннее. Вот это та же коллекция, да? Вот она, смотри, сейчас мне покажу. Или нет? А там другая была. Вот это лучше, да? Подожди. И тут цвет такой, прям дерево, когда знаешь, что лаком не покрыто. Да, вот это вообще классно. 1900. Вот этот вообще к вязу подходит. И вот, ну это темный, да? Ну, то есть она выйдет в копеечку, то там полы в копеечку влетят, знаешь? Если сейчас 1500 будет квадрат стоит. Пойдем спросим. Да. Это здесь, да, было? Угу. Еще раз. Что вы думаете, а? Что нам делать? Подходит, нет? Не, ну нам прям так идеально можно. Это же будет спальня, это. Это я вообще не видел, да? Это же очень красиво, да? Или по дереву. Так, друзья, по пути заехали, были в магазине. Да, и вы давно говорили сами, что давно мы не показываем наши покупочки. В общем, вкратце их вам покажу. Взяли мы майонез, вот такой московский, легкий. Это мы брали в пятерочке, он 30%. Стоит, по-моему, 59 рублей. Семечки мы любим вот такие. Это крутой окер, соленый с арахисом. Не знаю, прям очень вкусно. Крабовое мясо мы взяли вот такое. Сегодня думаем крабовый салатик сделать. Наша любимая сметана, она нам нравится, 20%, правда. Но вот у нее вкус такой необычный, прям вот, не знаю, нравится нам. Это вот в пятерочке.
Потом взяли мы рис, будем плов мы делать, даниссимо, вот такие десертики очень вкусные. Дядя Ваня, кстати, фирма классная, здоровская, прям нам очень нравится. Вот взяли сейчас лечу, еще мы прям брали, я и многим говорил, помидоры в собственном соку, просто улетные они делают. Вот сейчас жара, сижу я подсел вот на таком кваске, русский дар, прям очень нравится, в холодильнике держу, прям очень здорово. Сахар у нас разный, цена там 50, есть 59 рублей, смотря какой фирмы. Вязанка, вязанку мы по скидке в основном берем, по скидке она идет 100 рублей, 100 рублей за вот такую колбаску. Потом взяли мы, дядя моя маленькая, тихо, туда моя хорошая, ты тоже обзорщица моя. Потом такие творобушки, белые с ванилью сырки, решили взять попробовать. Кукуруза на салатик, мяско вот такое пойдет на пловик. Потом круассанчики, хлебушек. Вот, и Рафаэла, это мы взяли в пятерочке, мы ее по скидке. Вот, потом мы зашли в Магнит, я кошачий корм покупал. Вот, потом еще нутелла взяли, кстати, классная паста, очень вкусная. И в Магните сейчас, ну я не знаю, может не у всех, я взял вот такой Рафаэла. Стояла она, ну это вообще смешные деньги, 49 рублей она стоит. Вот здесь, я, по-моему, 24, 8 штук, по-моему. Ну по весу, я не помню, сколько она здесь. По весу 80 грамм. Вот, в общем, по мелочи взяли. Было вот так вот. Да, уже маленькая Леруська у нас все хватает. В общем, надеюсь, вам было интересно. Мы погнали дальше. Так, в общем, что у нас? Будем продолжать зачистку наших стен. Но здесь, в принципе, вы уже видели, здесь все готово. Все убрато, остался коридорчик там немного. Я думаю, сейчас мы чуток поднажмем и все справимся. Вот здесь, получается, сейчас мешки я уберу, вынесу, потому что мешает этот угол тоже почистить. И вот это все нужно будет зачистить. Штукатурка, конечно, мощная, но ничего, как-нибудь справимся потихонечку, как говорится. И уже все будет финишно, начнем наводить красоту. Все отсюда вот это уносить, весь этот мусорный хлам. Я даже не знаю, поместится он у меня на моем Эвересте или нет. В общем, будет интересно. Мы погнали.
Ну что, закончил? Да! Да, наконец-то, наконец-то! Кстати, вот эта стена вообще, я не знаю, она вообще не шла. Реально, респект тому, кто ее штукатурил, это просто нереально вообще. Просто вот, если бы везде такие стены были, я уже это уже говорил, да? Вообще шикардосно было бы, все простояло бы еще не одну сотню лет. Да, все нормально. Чуток повозились, все хорошо. Сейчас что нужно будет все убрать. Кто-то говорил насчет двери, то что она... Я говорил то, что там 0, и уже ее нужно убирать будет. И сюда дверь нестандартная пойдет. Кто-то говорит, можно балку пропилить. Ну, во-первых, это очень трудоемко. Очень. У меня нет такого оборудования, чтобы это делать, да. Да и при том, если ее будет пропиливать, эта толщина, я не знаю, поможет она или нет, и где находится сам армопояс, да, если вы здесь пропилите армопояс, вы его спилите, да, она просто потом лопнет, да. Вообще прикольно вот здесь сложили, да. Я слепила из того, что было, вот, то и замутила. Посмотрите, тут одни половинки, тут даже связки вообще нету, не знаю. Ну, на наружном есть, на внутреннем нету. Просто вот эту пристройку лепили вообще непонятно с чего. Вообще не пойму, как. Ну да ладно. Потом говорят, сделайте вход с окна, а эту заложите. Ну, как вариант, ну, как бы не вариант, потому что здесь будет котельная. Здесь она и стояла. И мы здесь уже заказали купе. Да, купешка 2. Здесь и по проекту котел. Ну как купешка? Раз, жик, сдвинул. Да. Все хорошо, да. Раз, задвинул. Все закрыто, все отлично. Здесь котел, все коммуникации. Здесь будет вот на этой стороне. Вот это эти стенки. Вот так. И, кстати, вот это, по-моему, больше выбирает, нет? Ну, я же тебе про это в тот раз говорил. Не, ну она вся в любом случае не мешает. Даже если отсюда она пойдет, она в любом случае Ну да. не мешает. Потому что котел у нее большой. Вот он. Вот, поэтому этот вариант тоже отпадает. Здесь было окно, но мы отсюда не будем ходить. Тем более эта дверь, я же говорю, какая будет? Наша, да? Вот. Мы смотри, не показываем, а я уже москитку снял, потому что это сюда воды поливал. Оно мне нравится больше, чем наша панорама. Я не знаю почему, просто вот я запал на него. Именно вот эта форма. Я думал, что будет не очень. Я хотел перемычку, думал, может мы пустим. Он говорит, да зачем тебе перемычка, вообще будет шикарно. И по раскладке вообще угадали. Мы сделали 3 раскладки, он говорит, 2 сделать или 3. Я говорю, давай 3, потому что 2 как-то будет не очень. У меня вообще получилось. Это влияет. Самое красавое, да, что у них получилось. Ну, снизу ладно, да, видите, зазор. Вот идет, но он так идет, потому что там этот, ну, отлив идет, а сюда подоконник идет. Но здесь не будет, я здесь подыму ее уровень, да, заштукатурю или что-нибудь, посмотрим, да, вот, и вровень здесь сделаю плиточку. Вот, зазоры, молодцы, классно, зазорчики, вот смотрите, прям вообще будет прилегать, и все, плиточка прям закроет, все отлично, все классно. По зазорам, смотрите. Прям молодцы. И сверху, и снизу ничего не будет. Все будет четочка. Вообще. Ра-та-та-та. Красота. Я не знаю, наоборот, мне кажется, сейчас вообще классно окно. И что вот здесь нету вот этого, да, выступа. Зачем? Заходишь прям вообще. Ну, громадно. Мне кажется, он даже маленькое, надо еще больше поставить. Да? Я в последнее время кайфую от больших окон. По цене 16 тысяч вышло. По цене, да, вышло 16 тысяч, окна дорожает, все дорожает, и металл сильно. Если честно, если бы мы нашли бы вот эти кованые двери и ворота до Нового года, ей-богу, мы бы сразу заказали, потому что цена была вдвое меньше, а это, ну, представьте, да, ну, скажу так, что хорошие ворота, красивые ворота. От 200. От 200 тысяч стоят. Вот представьте, до Нового года 100 тысяч бы они стоят. Ну, я вам говорю, ну, это просто нереальные ворота. Они обалденные вообще, просто.
Ну ничего, что-нибудь придумаем, посмотрим. Конечно, это сильно не горит, но посмотрим. Конечно, здесь и дел хватает, и нужно делать. Вот. Так что, ладно, прикинем, посмотрим. Сейчас нужно все это выносить, весь этот хлам, все на улицу убирать наконец-то. Вот и начинать здесь чистовую отделку делать. Вот. Так что мы погнали. Вот так оно снаружи выглядит. Прям вообще мне нравится. Классно. Раскладочка, все хорошо. Подоконничек. Вот. И вот здесь перемычку на москитке вровень с раскладкой сделали. И не бросается, да, если бы она где-то была бы, то был бы перебой раскладки, а так все четко как надо. чуть-чуть, еще немножко, и будет финиш.
Вот мы в садике. Федя гардины будет вешать. Вот наш садик такой прикольный, все так сделано. Много игрушек, да, дочь? Очень много игрушек. Доча, играется доча, да? Игрушек много. Много игрушек. Ей понравилось в садике. Да, дочь? Да, дочь. А что она сказала по высоте? Посередине ровно стоят, влево-вправо? Да, только этот, неровно ты держишь. Нет, это ладно. Так нормально стоит? Да. Точно? Хорошо стоит? Да, только неровно. Это не страшно сейчас. Все? Чего, домой? Садик. Переехали в садик. Давай ворота закрой. Тики-тики, едем, Вот едем. там такой. Сейчас, сами. Заработали денег. Шли 3000. В общем, заехал непонятно. Так, в общем, вы, наверное, поняли, где я был, да, вообще, где мы все были. В общем, мы были в детском саду. Вы сами все увидели своими глазами. Все пощупали, все потрогали. Да, там все новое. Так Все прикольно. новое, ремонт новый, игрушек много, все хорошо, коврики там, этот. В общем, попросили повесить, этих, как их, я уже забыл. Гардины. Попросили повесить гардины, я 2 штуки повесил. Вот, и вот, конечно, немного душновато, я бы сказал, потому что, я не знаю, вообще в садике как, наверное, кондиционеров не бывает. Потому что Ну, бывает, я не мне знаю. кажется, вряд ли. Там представь, продует. В общем, много они потихоньку обустраивают, там шторы вешают, еще потом попозже попросили, если возможность будет, тоже еще надо будет пару картин повесить. Вот. Ну а что не повесить, да? Что говорится о хорошем человеке? Да? Не, ну, Когда твой ребенок там.
Все, мы закончили. Начнем с нашей кучи. Я ее расширил, кстати. Вот здесь мешки сделал. Потому что то бы уже не поместилось. Посмотрите, уже объем какой. Мне кучу напоминает, когда я песок привез 12 тонн, да? Вот то же самая куча была. 12, я не знаю, есть здесь нету, но уже прилично. Прилично, прям так хорошо. Высоко сижу, далеко гляжу. О, думал, будет дождь, но жара опять прет. Молодые такие прям интересные. Вот, старых много. О, эти прям как зацвели. О, вообще нереальный цвет. Класс вообще. Старый надо пообрезать. Фух, еще вот такие цветы появились. Не знаю, откуда они взялись. Вот, смотрите, как ярко цветут. Вот и желтым цветом. Вообще прикольно. На огород я уже редко захожу, потому что, не знаю, сейчас все время в ремонте, в стройке. Синенький последний я собрал. Вот, черри собираю. Гусениц вроде нету, но уже урожай не такой большой. Но мы здесь вот эта кисть мне черри вообще нравится. Прям вообще от души. Посмотрите. А? Классно. Вообще четкая прям вообще кисть. Черри вход. Следующий год черри будут, но не высокорослые, низкорослые обязательно посажу, потому что эти вообще неудобные. Вот. Розовый снизу уже все оборвал. Поверх идут вот так вот. Здесь то, смотрите, они как уже доверху доросли. Честно, я же говорю, уже не заходил сколько. Уже тут и пасынки повырастали. Надо было поубирать. Все говорю сегодня и забываю все. Не, ну сегодня зайду. В общем, по чуть-чуть есть, плодоносят и хорошо. Так, на обед есть, сорвать, покушать. Синенький баклажан нету, ну как есть, только мелкий, я уже оборвал. Готовили, тушили. Хорошо прям все. Вот. Огурцы уже тоже по чуть-чуть, много нету, ну вот так. Где-то что-то висят в таком роде. Вот, молодые, не знаю, пойдут, нет, вот они. На солнце прям горят они сильно-сильно. Жара прям сгорается. Фу. Базилик уже, не знаю, засушил уже и уже прет. Куда его? Чё? Что? Собака, иди. Что, помощница ты наша? Все нормально у тебя? Да, она крупная не будет. Ну и хорошо. Зачем ей крупная быть? Маленькие они. Злые такие, злые, да? Злые? Да, злые. Бимка. Где Барян? Тоже чуток подмели, убрались и хорошо. Погнали внутрь. Здесь все закончено и хорошо. Хотя, с одной стороны хорошо вроде, а с другой тоже хорошо. Вот. Ну, убрали, зачистили. Конечно, не сказать, что пыли больше не будет, потому что здесь работы на самом деле очень много. Нужно будет определиться по входной двери, что с ней сделать, потому что, ну, это уже все, она уже свою выжила, она вся мятая, битая и вообще там вмятины. Кто-то говорил, есть, я не помню, кто писал, есть двери, как-то называется, вот я вчера в мини как-то, и, ну, то же самые двери, только они такие, ну, нормальные, покрепче вот этих китайских, да, это фольга вообще. Вот, и у них высота 1,90 м, 1,80 м есть, и стандарты также у них есть там 90, 80, да, и поэтому она сюда запросто влезет спокойно. Но это нужно уже будет ее сразу ставить, вот, дабы сразу теплый пол залить, ну, все это, чтобы потом уже не подгонять постоянно вот эти швы, что-то не делать, установить, сразу откосики сделать. Но они не дешевые тоже, я вам скажу, я вчера смотрел. Ну, не знаю, опять же, может еще есть, они как бы от 18 тысяч, по-моему, начинаются. Ну, такие, что внутри был вот этот
Не железо, знаете, есть, а вот это. Ну, нам белый Не- цвет ну, нужен. Не дерево, а типа ДВП, ну красиво. Мгм. И есть там, типа 3D, да, сейчас называется. Вот. Это нормально. Так, здесь Какая большая комната, кажется. комната вообще теперь нереально. Она реально большая. Теперь, конечно, все убрато уже. Туалет я тоже перенес в наш, где будет туалет. Вот туда его поставил. Здесь потому что мне нужно будет ломать. Сейчас объясню. Трубу я не знаю. Это Приехали- кошмар какой-то. Приехали Приехать. газовики, типа. Ага. А я не помню, говорил, я говорю, Нет. ну, я говорю, долго это будет делать? Он такой, ну раз я здесь, значит дела пойдут. И все, и он пропал вообще. Ни звонка, ничего вообще нет, я не знаю, где они. Тут просто наряд вызвать, приехать, Просто отрезать. обрезать трубу. У меня не изменение куда-то, перенос, просто отрезка. У нас не будет плиты а, вообще, да. Получается, я отказываюсь от обслуживания. Отрезать трубы. Не основной, не главный. Это не главная, кстати, труба, а отвод у меня. И вроде как я понимаю, как они объяснили, что это проект не нужно менять, просто обрезать. Ну не знаю, не пропали. Да. Надо заехать. Вот, так. Что дальше? Дальше ра-та-та-та. Здесь что нужно? Здесь, короче, нужно будет повозиться. Вот, и немало, потому что вот у меня стоит, вот он, у меня холодная вода, 20-я труба, но он проведен с улицы, и там он полностью обит, и типа вроде утеплен. Ну, в общем, труба у меня на улице находится, да? Поэтому что нужно мне? Мне нужно, все равно я вот это буду все ломать. Опять нужно будет вниз прокопать и хотя бы, ну не хотя бы, чтобы она вниз у меня ушла, эта труба, ее пропустить, потому что я ее в утеплителе все равно буду пускать, эту трубу, но чтобы она не поверх мне шла, чтобы я когда облицовку даже делал, фундамента, эта труба мне не мешала, чтобы она внизу все спряталась под землей, утеплилась, тем более еще уровень двора поднимется, ничего она не замерзнет, не переживайте. А для этого что нужно? Для этого нужно, что для этого нужно? Нет, Работать. Нет, я имею в виду для бойлера или что у нас здесь будет стоять? Да это Еще. будет. Мне сейчас главное вот сделать, потому что у меня вот он с улицы. Это надо в стену штробить, да, потому что шкаф не встанет. Чего строить? Вот эти вот трубки. А что не станет? Они могут сзади выйти и все. Ну, либо надо... Под бойлер будет как раз и под стиральную машину. Вот я... А еще ты сказал, под бойлер надо что-нибудь чтобы воду сливать. Что это надо делать? Ну это если менять, ну ревизию делать, если нужно воду слить, к примеру, да, и там стоит обратный клапан и кран еще должен дополнительно стоять, к примеру. Если вы муфты, американку открутите, у вас вода не польется, потому что там обратный клапан стоит. Нужно обратный клапан, потом стоит краник, чтобы краник открыть и воду слить. Просто если ты сейчас обратно открутишь, и эта вода хлынет, и не успеешь куда-то ее зальешь здесь. Ладно, это ничего страшного. Че моя буёбока. Что-то Барян весь день спит. Барян вообще. Вот, что рассказывать. В общем, нужно сделать вот это и сделать разводку электропроводки. Соответственно, на санузел, выключатель, свет на потолке. Вот. Многие говорили, почему ты свет не проводишь сразу по потолку. Я объясняю, где-то еще не решено, где будут светильники, куда мы подведем, потому что дополнительные бра, возможно, будут выходить с потолка. Люстра. Я силовой кидаю, ну основной кидаю, который к распред коробку будет идти, распред коробку, к щиту основному. Все. Там чисто я уже по потолку, где нужно, мне уже точно мы определимся, я раскину. Вот. И в распред коробки мы уже все это разведем. Выход, кстати, вот эти трубы, это же вентиляция, у меня это асбестовые трубы большие, их нужно будет срезать, убирать, там шифер это заделать. Здесь нужно закрывать, цементировать это как-то. В принципе, запенить, наверное. Часть запенить, а потом сверху, наверное, бетоном я залью. Прям в трубу джук, и будет нормально, да? Что думаете? Вот. Также здесь также. Здесь тоже две трубы. Их надо убрать. Срезаем, потому что сейчас никто... У меня зимой лилось, конденсат лился вообще просто. Мне нужно будет трубу вывести
Котел. Так, друзья, я был на почте и забрал очередные посылочки. Это с магазина Белорис. Заказали мы много чего интересного. В общем, сейчас все увидите. Погнали. Заказали мы интересные вещички, есть и косметика, также товары для дома, но это вообще, детки, его только и ждали, как раз сейчас вышло опять солнце, жара, вот, Тёмка прям ждал этот бассейн, но о нем чуток позже. Так. Итак, первое, с чего я хочу начать, это с масок для лица. Они хорошо увлажняют кожу, у меня довольно-таки сухая кожа, поэтому их я беру уже, наверное, раза в третий. Вот, хорошо помогают. Следующее это спрей солнцезащитный SPF 50. У нас Федя очень часто работает на улице и на солнце, поэтому этот спрей обязательно нужен. В тот раз брали с SPF 30, сейчас взяли с SPF 50. Думаю, он будет посильнее и получше. Вот, ну, обычный карандаш водостойкий, спонж для макияжа. И из этого всего, что я пробовала, могу посоветовать, это вот такой вот тональный. Он идет с витамином Е, именно для сухой кожи. Он хорошо подходит. Вот, и под него взяла вот такой вот с SPF 50 основа под макияжем. Стоимость у него в районе 800 чем-то рублей. Это хорошая цена на самом деле. Такая эссенция. Много отзывов о ней слышала, поэтому решила попробовать. Еще не пробовала, но потом обязательно напишем отзыв. Она довольно-таки увесистая, большая, поэтому, думаю, надолго хватит. И после него решила взять вот такой вот крем дневной, увлажняющий, и мезопилинг скатку. Ее я тоже беру первый раз, поэтому будем пробовать. Ребят, смотрите, что мы заказали. Классный купальник. На Лерке сейчас покажем. Такой тоненький, хороший. Вот. И недорогой, кстати. Заказали мы вытяжку. Это у нас пойдет на ванну. Фирма Квазар, диаметр у нас сотка выходит, 5 лет гарантии. Вот. 14 ватт мощность, 95 кубометров в час она вытягивает. Вот, в принципе, на нашу ванну должна за глаза. В принципе, все стандартно, как и все. Обычная классика белая, такая хорошая. Вот, надеюсь, нам прослужит долго. Вот, и у нас все будет четко. Влаги у нас в ванне не будет. Поставим, проверим и дополним свой отзыв. Ну, в принципе, по ним, ребят, проблем никогда не бывает, не возникает. Они работают долго и долго. Так, это все хорошо, это понятно. Главная звезда, это все косметика, понятно. Там вы, девушки, краситесь, там тру-ля-ля, та-та-та. Это вот он бассейн, ребята. На вид он вроде маленький. Если честно, когда коробка пришла, я подумал, что он небольшой. Вот, но на самом деле он не маленький. Это детский бассейн специально для детей. Он не глубокий, в принципе, и взрослый в нем может скупаться. Размер его, ребята, длина у него 2,44. Ну, будем говорить грубо 2,50, да, на 2 метра. Ну, вообще 1,91 м. В общем, ребята, что рассказывать, что говорить, нужно это все показать. Особенно вот этот фонтанчик, когда подключаешь шланг и бьет вода, дети вообще просто кайфуют от него. В общем, сейчас пойдемте и посмотрим, как они там классно купаются. Смотрите, что там дети. Дети вообще просто кайфуют. У них там фонтанчик. Все купаются, на Тёмку майку одели, потому что в голом торсе, ну, нельзя вообще ни мужчин взрослых, ни маленьких вообще никого показывать. YouTube запрещает. В общем, это наш бассейн. Он не маленький, я уже говорил. Я на низ скинул пеноплекс, на него постелил. Вот, и мягко, и тепло заодно детям дает. Вон она, Леруська. Маленькая, купаешься, да? Вот он не маленький, смотрите, да, какой. Там еще шарики. Вот, можно играться, вот туда их засовываешь, вот она играется ими, да, малька моя? Вот, здесь такой фонтанчик, горка маленькая, на ней можно кататься. Вот, ну, это бассейн. Это отдельно маленький. Вот здесь можно отдельно, да, допустим, кого-то посадить, он будет купаться. И такой вот фонтанчик, да, и вот такой взрослый. Тебе нравится? Да. А? Да. Классно? Довольны? Да. Фонтанчик со шланга подключается, вот он шланг, он там регулируется подача струи, можно больше, меньше сделать. Да я сам сейчас полезу купаться. А? Классно, мне вообще нравится. Вам как, напишите? Не знаю, прям я вообще доволен. Да? Булька, вон он купальники наша маленькая. Чуть-чуть он ее, может, возможно, вели. Привет, маленькая, привет, ты купаешься. Ай, красавица.
Красавица наша. Красотка. Да, купается, мой хороший. Отдыхайте. Все, может, пойдем? Все, может, пойдем? Нет. Точно? Купаться будете? Купаться будете? Да. Ну, кайфуйте. Ну что, дети довольны, а это самое хорошо, когда дети радуются, вот, и нам тоже приятно от этого. Им наш подарок очень понравился, он им пришелся по душе, и нам тоже, вот. Я тоже, наверное, в этом приму участие, скупаюсь в бассейне, потому что погода очень жаркая, а вот взбодриться, охладиться нужно. Данный товар был представлен магазином Белорис. Ребята, советую зайти, посмотреть цены, у них классные, доступные цены, ребята. У них прекрасная белорусская косметика, также товары для дома, школьные принадлежности и много чего другого. На самом деле советую, прям зайдите, посмотрите. Я думаю, вас он приятно удивит. Сказать самую главную интересную новость, это с 9 по 15 августа, в честь день рождения магазина Белорис. Там будут действовать скидки до 90%. Ну, а ссылка на магазин будет, как всегда, внизу в описании под видео. Смотрите, переходите, выбирайте. Возможно, и вам что-то понравится. Вы приобретете себе какой-нибудь товар по душе. На этом будем заканчивать. Ролик получился объемный. Мне кажется, он был сочный, насыщенный, продуктивный. Вообще, он мне прям понравился. Мы от души, как всегда, поработали. Наша дочурка пошла, у нее сегодня был первый день в детском саду, он прошел отлично, вот, так что не волнуйтесь, потому что многие из вас переживали, как она вот так, наша бусинка пойдет, вот. Я вас хочу всех заверить, все замечательно, все прекрасно, садик ей понравился, да и мы сами удостоверились, посмотрели, вы сами видели, помещение классное, все новенькое, все кроватки, игрушки, все есть, все прекрасно. Нянечки нам с супругой тоже понравились, все так смотрят за детками, там учат, все, в общем, все будет классно и хорошо. Конечно, мы тоже будем волноваться, но ничего, я думаю, адаптация быстро пройдет. И поэтому все, но потом ее не оттащишь. На самом деле ей было интересно там игрушки, вообще в последнее время нравится за столом что-то делать, рисовать, она такая, потом я же говорю, садика походу ее вообще не оттащишь. План наш мы немного сделали, да, убрались, как всегда, надеюсь, я кого-то замотивировал, вы тоже пойдете сейчас чего-нибудь снесете, старое, ненужное, все это уберете, наведете чистоту и порядок, а потом сделайте что-нибудь вообще прям красотищу и будете кайфовать от этого. Я вам всей души, ребята, желаю только этого, стремиться делать хорошие вещи. Я всегда от всей души буду вам желать всего самого хорошего, добивайтесь своих целей, идите к своей цели, рвите, метайте, давайте себе настрой на хорошее, мотивируйте себя на хорошее, с хорошим настроением. Я с вами, все здесь, все бодрячком. Так, ладно, будем заканчивать на самом деле. Только сегодня не будем разговаривать, потому что, скорее всего, мы завтра с вами увидимся, да, на нашем новом канале Домик у озера. Кто еще не подписался, ребята, ссылка на наш канал тоже будет в описании под видео, так что переходите, смотрите, подписывайтесь, будьте с нами и будет вам счастье. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за вашу поддержку, за ваши просмотры. Пусть все у вас будет хорошо, счастья, здоровья вам, любви, удачи. Как всегда, надолго не прощаясь, скоро мы обязательно с вами увидимся. Счастливо, всем пока!